И еще с древних времен этим птицам приписывали невероятный интеллект, который не поддается сомнениям и по сей день. Это удивительно хитрые и находчивые пернатые, в арсенале которых множество самых разных уловок. В одних странах их сравнивали с демонами, в других называли посланниками неба и даже небесными волками. Что вполне заслуженно, ведь они способны сотрудничать даже с высшими хищниками. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герой сегодняшнего выпуска – смелый, умный и чрезвычайно находчивый ворон. Ворон – крупнейший представитель отряда воробьинообразных. Размах крыльев может достигать 1,5 метра, а масса порой превышает 1,5 килограмма. Это один из самых распространенных видов. Птицы встречаются на большей части северного полушария и превосходно себя чувствуют в самых разных условиях. Все дело в потрясающем интеллекте. Наряду с сородичами, вороны считаются умнейшими среди всех птиц. Хотя их мозг не самый крупный, они способны строить причинно-следственные связи, решать логические задачи и заранее планировать действия, осуществляя самые сложные задумки. Именно поэтому вороны всегда знают, где искать легкую добычу. Эти птицы всеядны, но они никогда не откажутся от свежего мяса, поэтому часто сопровождают более крупных хищников и при любой возможности присоединяются к пиру. Однако отношения воронов с волками не ограничиваются воровством добычи, ведь в некоторых случаях конкуренты могут объединять свои усилия для достижения общей цели. Волк-одиночка сильно ограничен в возможностях. Без стаи ему трудно добывать пищу, и птица может буквально стать его глазами. Привлекая внимание зверя, ворон повсеместно сопровождает его, и волк быстро улавливает суть. При обнаружении потенциальной добычи птица подает сигнал своему серому напарнику. Реакция голодного охотника не заставляет себя ждать. Вряд ли это можно назвать дружбой, скорее взаимовыгодными отношениями, ведь после трапезы волка у ворона всегда есть шанс поживиться остатками. Однако не каждый сигнал одинаково полезен. На этот раз добыча в разы крупнее и вполне может дать сдачи. У стаи есть все шансы расправиться с кабаном, но в одиночку этот волк сильно рискует, ведь его противник хорошо защищен и не собирается сдаваться. Под тщательным присмотром волк не оставляет попыток, но ни одна из них не приносит успеха. Откуда же хищник знает, как реагировать на звуковые сигналы? Подобные ситуации не редкость в холодное время года. Далеко не все животные переживают суровую зиму, и врановые часто раньше других находят подобные трофеи. Однако огромный крепкий клюв зачастую не способен пробить толстую шкуру, поэтому громогласным криком вороны привлекают внимание всех хищников в округе. Крепкие зубы волка превосходно справляются с разделыванием промерзшей добычи, и хитрые пернатые не упускают возможности стащить лакомый кусочек. Такое вот природное разделение труда. Крупные хищные птицы – постоянные конкуренты воронов. Однако последние не имеют мощных когтей, а клюв недостаточно заострен, чтобы в открытую противостоять сопернику. Но они быстро придумывают запасную тактику, лишая противника всякого спокойствия. Большую часть пищи вороны крадут, однако они могут вести себя и как хищники, нападая на мышей, мелких змей, птенцов и даже крохотных черепах. Особое внимание птицы уделяют активному отдыху и проводят его крайне увлекательно. Зимним забавам отводится немало времени,
При этом, катаясь с горок, вороны явно получают удовольствие. Почти не имея естественных врагов, они могут позволить себе расслабиться. Более крупные птицы-падальщики становятся серьезной проблемой, ведь их стая может за считанные минуты расправиться с целой тушей. Поэтому ворон всячески старается накалить атмосферу. Он сеет раздор между птицами и, пользуясь всеобщей суматохой, аккуратно забирает свою долю. В жаркой Африке свои законы, но и здесь нашлось место родственному белощекому ворону. Обладая не меньшей хитростью, он успешно объедает щенков гиеновидной собаки, а после принимает попытки ограбить огромных грифов, используя самые наглые приемы. А этот новокаледонский ворон известен своей способностью применять подручные инструменты для извлечения добычи. Но это еще не все, ведь он самостоятельно изготавливает подходящее орудие труда, а для большей эффективности птица научилась модернизировать свое творение. Она понимает, что крючкообразная палка гораздо удобнее для подобных задач. Насытившись, ворон устраивает тайник, надежно маскируя лакомство от чужих взоров. Большую часть года вороны проводят вне стаи, однако пара образуется на всю жизнь. Из-за внушительного размера их противниками могут стать лишь крупные совы или орлы. Однако потомство очень уязвимо для хищников, и первый год жизни переживает лишь половина особей. При благоприятном исходе ворон может прожить до 20 лет, но обычно в природе эта цифра не превышает 10. Хотя в неволе птица может прожить гораздо дольше – до 40, а по некоторым данным даже до 75 лет. О выдающемся интеллекте врановых было известно уже тысячи лет назад. Однако их изучение началось совсем недавно. Вполне возможно, вороны намного умнее, чем о них думают сегодня. Поэтому ученым лишь предстоит раскрыть тайны этих удивительных пернатых. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!